Глава 21. Не зная, как на это реагировать, Сэлянь вознамерился приказать Жае схватиться за что-нибудь другое, но тут ощутил, как белая лента на его запястье ослабла. Принц понял, дело плохо. Внезапное ощущение вовсе не значило, что ослаб другой конец Жая. Произошло кое-что гораздо более ужасное. Красная фигура, находившаяся на земле, внезапно стала приближаться к Сэлиню и очень скоро оказалась на расстоянии вытянутой руки. Сань Лана тоже затянула в песчаный смерч. Сэлянь крикнул ему, без паники, при этом набрав полный рот песка. Однако к тому времени песок во рту уже стал делом привычным. Принц кричал Сань Лану, чтобы тот не паниковал, однако в действительности ему показалось, что юноша вовсе не собирался паниковать. И в самом деле, когда Сань Лана ураганом подняла в воздух, Жая быстро сжалась, сокращая расстояние между ними, и Сэлянь отчетливо разглядел, что на лице юноши нет и следа паники. Казалось, если сейчас дать Сань Лану в руки книгу, он тут же преспокойно может начать читать ее, прямо посреди песка и пыли. Сэлянь даже стал подозревать, что юноша умышленно присоединился к нему. Жая обернулась вокруг пояса Сэляня и Сань Лана, привязав их друг к другу. Принц снова отдал новый приказ. «Попытайся еще раз, только теперь больше не хватайся за людей». Жая вновь вылетела на поиски. И в этот раз схватила Нань Фэна и Фуя. Сэлянь, утомленный физически и морально, обратился к Жае. «Когда я сказал тебе больше не хватать людей, я имел в виду людей не в столь узком смысле, ну ладно». Затем прокричал духам войны внизу. «Нань Фэн, Фуя, держитесь. Во что бы то ни стало, держитесь». Нань Фэн и Фуя на земле, разумеется, хотели удержаться, каждый изо всех сил пытался остаться на месте. Но песчаная буря оказалась столь бурной и свирепой, что ни для кого не стало неожиданностью, когда вскоре еще две черных фигуры затянуло в песчаный смерч. Теперь они вчетвером закружились в воздухе. Смерч побрел по темно-желтому миру, словно искривленный песчаный столб, подпирающий небеса. Внутри него не переставая кружились 4 человеческих фигуры, связанные белой шелковой лентой, все быстрее и быстрее, поднимаясь выше и выше. Сэлянь, набирая в рот новую порцию песка, закричал. «Почему вы тоже оказались в воздухе?» Ничего не было видно, кроме песка, и ничего не было слышно, кроме ветра, поэтому им поневоле приходилось кричать друг на друга изо всех сил. Фуя, отплевывая песок, набившийся в рот, прокричал в ответ: «Об этом лучше спросить твою глупую ленту». Что с ней не так? Сэлянь обеими руками схватился за глупую ленту и в полнейшей безысходности произнес. «Эх, Жая, Жая, теперь судьба нас четверых полностью зависит от тебя. На этот раз ни в коем случае не промахнись, вперед». Сохраняя мужество перед лицом опасности, он снова отпустил ленту в полет. Нань Фэн заорал на него. «Хватит надеяться на свою бесполезную тряпку. Придумай что-нибудь другое». Неожиданно Сэлянь ощутил, как лента в руках в очередной раз натянулась и, оживившись, вскрикнул. «Подожди, дай ей еще один шанс». Она снова за что-то ухватилась. Фуя ответил: «Только не втягивай в это дело случайного прохожего. Отпусти беднягу». Сэлянь и сам беспокоился об этом, без всяких напоминаний. Но когда он потянул Жая на себя, на другом конце не произошло никакого движения, поэтому принц облегченно крикнул. «Нет, на той стороне что-то очень тяжелое и устойчивое». Затем приказал ленте: «Сворачивайся». Жая стала быстро сжиматься, действуя против бешеного ураганного ветра. Четверых также быстро вытянуло из песчаного столба наружу, и постепенно внизу, посреди желтого песка, застилающего небо, Сэлянь разглядел черный полукруг, приблизительно размером с небольшой храм. Другой конец Жая зацепился именно за него. Когда они приблизились, принц, наконец, разглядел, что это оказалась огромная скала. Посреди столь сильного ветра песчаная скала высилась массивной и молчаливой крепостью, вне всяких сомнений, лучшее место, чтобы спрятаться от ветра. Но пока они шли по пустыне, то не видели на горизонте ничего похожего на эту скалу. Неизвестно, как далеко их унес подозрительный песчаный смерч. Едва приземлившись, четверка путников немедленно обогнула скалу с подветренной стороны. Сердце Сэляня сразу же просветлело. Он произнес:
Вот уж действительно, благословение небожителей. На подветренной стороне песчаной скалы обнаружился вход в пещеру. В ширину как два дверных проема, в высоту же чуть ниже, чем обычная дверь. Но взрослый человек все же мог войти внутрь, наклонившись и опустив голову. По форме вход выглядел неровным, кривым и косым, при этом он также не походил на творение природы, возможно, его проделали наспех. Сэлянь, оказавшись внутри, обнаружил, что в скале вырыто пустое пространство, и кажется, немаленькое. Поскольку вокруг царила темнота, он не стал заходить далеко вглубь пещеры, лишь присел в том месте, куда все еще попадал свет снаружи, хлопками очистил песок с ленты Жаи и заново намотал ее на запястье. Нань Фэн и Фо Я принялись выплевывать песок, который забился помимо рта еще и в нос, глаза и уши, не говоря уже о складках на одежде. Стоило им снять и встряхнуть верхние одеяния, на землю посыпались песчинки и мелкие камни. Из всех четверых наиболее невозмутимым, целым и невредимым остался лишь Сань Лан. Склонившись и войдя внутрь, он лишь для вида стряхнул песчинки с красной рубахи, и все. Лишь немного растрепались волосы, да прическа сбилась набок, а в остальном юноша сохранил все тот же постоянно довольный всем настрой. Да и прическа, которую Сэлянь уже ему загубил, сейчас, испорченная еще больше, нисколько не повлияла на его самочувствие. Нань Фэн смахнул песок с лица и разразился бранью. Сэлянь, перевернув шляпу, чтобы высыпать из нее песок, обратился к духам войны. «Эй, вот уж не ожидал, что и вас унесет на небо. Почему вы не воспользовались техникой веса 1000 цзиней?» Лишь теперь Нань Фэн перестал ругаться и ответил. «Воспользовались. Не сработало». Фу Я, злостно сотрясая верхнее одеяние, также злостно прошипел. «Как ты думаешь, что это за место? Это же пустыня дальних северо-западных земель, а не владение моего генерала. Север принадлежит двум генералам ПМ, Запад. Цуань и Дженю. На несколько сотен ли вокруг не найдется ни одного храма Сюаньчжэня. Стоит заметить, среди простых смертных ходила поговорка «Мощь дракона ничто против змеи на своей земле». Поэтому, поскольку оба духа являлись подчиненными богов войны Юго-Востока и Юго-Запада, вместе, не относящимся к владениям их генералов, магическая сила применяемых ими техник неизбежно сталкивалась с определенными ограничениями. Сэлянь, поглядев на их недовольные и разгневанные лица, подумал, что они, должно быть, впервые столкнулись с ситуацией, когда их унесло в небеса сильнейшим ветром, не давая возможности спуститься. Поэтому утешительно произнес: «Тяжело же вам пришлось». Сань Лан уселся рядом с ним на землю, подпер щеку рукой и спросил. «Здесь мы и переждем песчаную бурю». Сэлянь повернулся к нему и ответил. «Очевидно, сейчас у нас нет иного варианта. Каким бы сильным ни сделался тот смерч, все же ему вряд ли удастся поднять к небесам эту скалу». Сань Лан произнес. «В самом деле, как ты и сказал, эта песчаная буря действительно показалась мне весьма и весьма странной». Сэлянь внезапно кое о чем вспомнил. «Сань Лан, я задам тебе один вопрос». «Сань Лан, спрашивай, что хочешь». Сэлянь поинтересовался, тот советник Банюэ, мужчина или женщина? Сань Лан ответил, а я разве не сказал? Женщина. Догадка Сэляня подтвердилась, и он продолжил. Когда мы остановились в заброшенном маленьком здании, чтобы передохнуть, я ведь видел, как мимо нас прошествовали два незнакомца, наверняка непростые смертные, поскольку передвигались по пустыне совершенно удивительным способом. Один из них, тот, что в белом, как раз являлся женщиной. Фу Я с сомнением спросил. По одеянию того человека трудно определить пол, по росту он также выше, чем обычная женщина. Ты уверен, что не ошибся? Сэлянь ответил. Я видел ее очень четко, ошибки быть не может. Поэтому я предполагаю, не могла ли она оказаться советником Банюэ. Нань Фэн предположил. Возможно. Но рядом с ней шествовал еще один человек, в черном. В таком случае, кто это такой? Сэлянь ответил, трудно сказать. Однако тот человек передвигался еще быстрее, а значит его способности никак не ниже ее собственных. Фу Я предположил, возможно ли, что это второй из двоих советников-чародеев, советник Фан Синь. Сэлянь ответил,
Что до твоего предположения, мне все же кажется, что двоих советников-чародеев объединили вместе лишь из-за того, что четные числа легче запоминать, так же как 4 бедствия среди мира демонов. А если до 4 не достает, то кого-нибудь притянут за уши. Услышав последнюю фразу, Сань Лан вновь рассмеялся. Сэлянь взглянул на него, и тот пояснил. Нет, ничего, просто я подумал, что в твоих словах есть доля истины. Среди 4 бедствий одно действительно притянуто за уши, продолжай. И Сэлянь продолжил. В действительности же между ними, должно быть, нет никакой связи. Я слышал, что советник Фан Синь являлся наставником в государстве Юнань, и по времени появления его от советника Баньюэ отделяет несколько сотен лет. Фуя, словно восприняв слова принца как нечто абсурдное, спросил. Ты не имел понятия о 4 бедствиях мира демонов, но при этом осведомлен о существовании советника Фан Синя из государства Юнань. Сэлянь ответил, иногда во время сбора мусора можно кое-что узнать от прохожих. Я ведь не наведывался в мир демонов за старьем. Разумеется, мне о них ничего не известно. К тому времени шум ветра снаружи немного стих. Нань Фэн вышел из пещеры, похлопал по скале рукой, изучая, что она из себя представляет, на некоторое время задумался и, опустив взгляд, спросил. Для чего в этой скале вырыли такую пещеру? Видимо, ему казалось весьма подозрительным само появление скалы посреди пустыни. Сэлянь же не видел здесь ничего необычного, ответил. Подобных скал с вырытыми внутри пещерами здесь немало. В древности народ Баньюэ уходил далеко от дома на выпас скота. Поэтому люди выкапывали в пещерах подобные укрытия, дабы пастухи могли спрятаться от внезапно настигших их песчаных бурь. Некоторые пещеры даже не вырыты, а взорваны. Нань Фэн с сомнением произнес. Как в пустыне можно пасти скот? Сэлянь ответил. Но ведь 200 лет назад пустыня охватывала не все эти земли, существовали и обширные оазисы. Внезапно раздался голос Сань Лана. «Гига». Сэлянь обернулся с вопросом. «Что такое?» Сань Лан указал куда-то вниз и произнес. «На камне, где ты сидишь, кажется, что-то написано». «Что?» Сэлянь опустил взгляд, затем поднялся и только тогда обнаружил, что сидел на каменной плите. Стерев с нее пыль, принц действительно увидел надпись, вырезанную не очень глубоко, поэтому слова вовсе не выглядели приметно. Половина плиты оказалась засыпана песком, письмена тянулись дальше наверх, скрываясь во тьме пещеры. Если где-то есть надпись, следовательно, ее необходимо прочесть. Сэлянь произнес, у меня осталось совсем немного магической силы. Кто из вас зажжет пламя на ладони и поможет мне осветить надпись? Премного благодарен. Нань Фэн щелкнул пальцами, и в тот же миг на его ладони действительно загорелся сгусток пламени. Сэлянь невзначай бросил взгляд на Сань Лана, но юноша не выглядел удивленным. Все же ранее он уже лицезрел технику сжатия тысячи ли, и теперь принцу казалось, что какие бы чудеса они ни творили перед юношей, он останется абсолютно спокойным. Нань Фэн поднес ладонь к месту, на которое указал Сэлянь, озаряя вырезанные на плите строки. Письмена оказались весьма необычными, словно закорючки, выведенные детской рукой, немного наклоненные в сторону. Нань Фэн спросил, что здесь написано. Сань Лан ответил, разумеется, это письмена народа Баньюэ. Сэлянь поправил, думаю, Нань Фэн хочет знать, какой смысл несет в себе написанное. Дайте взглянуть. Он очистил всю плиту от песка и наконец дошел до самой верхней строки. Здесь письменные знаки оказались особенно крупными, кажется, обозначали заглавие написанного. И эти же символы несколько раз появлялись на плите ниже. Фуя тоже зажег пламя на ладони и спросил. «Ты умеешь читать письмена Баньюэ?» «Сэлянь, не стану скрывать, еще до появления чародея Баньюэ мне приходилось собирать мусор в государстве Баньюэ, что такого?» «Да ничего. Просто интересно, в скольких еще местах тебе доводилось собирать мусор?» Сэлянь улыбнулся, опустил голову и продолжил читать. Спустя какое-то время он внезапно произнес лишь одно слово. «Генерал». Одновременно прозвучали голоса Нань Фэна и Фуя. «Что?» Сэлянь поднял взгляд. «Я говорю, вот эти слова из самой верхней строки означают генерал». Помолчав, он добавил. «Но вот после слова «генерал» дописан еще один знак.
И в его значении я не совсем уверен. Нань Фэн, кажется, облегченно выдохнул, затем ответил. Ну так попробуй прочесть дальше. Сэлянь кивнул, а Нань Фэн поднес ладонь с огнем к нему поближе, переместив руку чуть вперед. С этим движением Сэлянь внезапно заметил что-то странное. Словно какая-то посторонняя тень попала в его поле зрения. Прижав обе руки к исписанной знаками каменной плите, принц медленно поднял голову. И увидел, что когда тусклое пламя озарило темное пространство над плитой, в нем показалось человеческое лицо с окоченевшими от напряжения мышцами. Два выпученных глаза смотрели вниз, прямо на принца. Кричать начали не четверо путников, а именно это напряженное лицо. Нань Фэн зажег огонь и другой рукой, пламя на обоих ладонях резко взметнулось ввысь, озарив, наконец, своим светом всю пещеру. Только что пламя озарило человека, который прятался во тьме. А теперь он ползком откатился прочь, к самому дальнему краю пещеры, где уже сидели, прижавшись друг к дружке, 7-8 человек, и все дрожали от страха. Нань Фэн крикнул: «Вы кто такие?» Его возглас заполнил пещеру грохочущим эхом. У Сэляня от крика незнакомца и так разболелись уши, а теперь и вовсе пришлось закрыть их руками. Слишком сильный ветер снаружи уносил звуки голоса и закладывал слух, и если путники говорили тише, то уже не могли расслышать друг друга. Оказавшись же в пещере, они сразу стали обсуждать вопрос о советнике Баньюэ. Затем сосредоточились на разгадывании надписи на каменной плите, и поэтому все это время не замечали присутствия в пещере других людей, которые, в свою очередь, не издавали ни звука. Люди тряслись от ужаса, но спустя некоторое время среди них все же раздался голос старика, на вид лет 50. «Мы всего лишь проезжий караван, простые торговцы. Поднялась песчаная буря, идти дальше мы не смогли, поэтому укрылись здесь». Он оказался самым спокойным среди всех и, судя по всему, являлся их лидером. Нань Фэн снова задал вопрос. «Если вы, простые проезжие торговцы, почему тогда спрятались там, словно преступники?» Старик уже собирался ответить, но тут раздался громкий голос юноши не старше 18 лет, сидящего рядом с ним. «Мы и не собирались прятаться. Но вы ворвались столь внезапно, что мы не могли понять, чего ожидать от вас, худа или добра. Потом мы расслышали, как вы и вовсе заговорили о каком-то советнике Баньюэ, каком-то мире демонов, да еще голыми руками развели огонь. Вот мы и решили, что вы и есть те самые воины Баньюэ, что бродят дозором по округе и хватают людей, чтобы съесть их. Кто из нас решился бы привлечь к себе внимание?» Старик, словно опасаясь, что юноша резкими словами разгневает собеседников, одернул его. «Тянь Шэн, не болтай попусту». Юноша, здоровяк с густыми бровями и большими глазами, замолчал сразу же, как его прервал старик. Уши Сэляня наконец перестали болеть, он опустил руки и доброжелательно произнес. «Всего лишь недоразумение, недоразумение. Нет нужды волноваться. Пожалуйста, все успокойтесь». Сделав паузу, он продолжил. «Разумеется, никакие мы не воины Баньюэ. Я – настоятель монастыря, а это – служащие в моем монастыре люди. Мы занимаемся изучением магических искусств. Вы – простые торговцы, мы тоже простые монахи, никаких дурных намерений не имеем. Всего лишь скрывались от ветра и по счастливой случайности оказались в одной пещере с вами, вот и все». Голос принца звучал тепло и ласково, его неторопливые речи смогли успокоить перепуганных людей. После многократных объяснений и заверений торговцы наконец перестали бояться. Тогда Сань Лан с улыбкой произнес. «Ну что же вы скромничаете? Ваш торговый караван, как я посмотрю, далеко не столь прост». Остальные в непонимании воззрелись на него. Сань Лан продолжил. «Всякий раз, когда путники проходят через крепость Баньюэ, половина бесследно исчезает, разве не так говорят? Зная о слухах, вы все же решились идти этим путем, значит, вас можно считать истинными смельчаками, а не простыми людьми». Услышав его слова, старик возразил. «Молодой человек, это вовсе не так. На самом деле слухи во многом преувеличены, кроме нас были еще и другие караваны, которыми удавалось мирно пересечь пустыню». Сань Лан оживился. «О», старик продолжил,
Главное – найти хорошего проводника и не переходить границы прежних территорий государства Баньюэ. Поэтому, для того, чтобы пройти через пустыню, мы специально наняли проводника из местных. Юноша по имени Тяньшен подтвердил. Ага, все зависит от проводника. Нам очень повезло, что в дороге нас ведет Аджауге. Он уже много раз спасал караван от зыбучих песков, а как увидел, что поднимается ветер, спешно повел нас на поиски места, где можно укрыться. Иначе мы наверняка давно были бы погребены под песками. Сэлянь взглянул на юношу по имени Аджао, который оказался довольно молодым, на вид около 20 лет, с изящным, но бесхитростным лицом. На похвалу он никак не ответил, лишь произнес. «Ничего особенного, просто моя работа. Надеюсь, когда буря стихнет, с вашими верблюдами все тоже будет в порядке». Наверняка так и будет. Торговцы явно настраивались на лучший исход дел, однако Сэлиню все время казалось, что все далеко не так просто, как им думается. Если не забредать на территорию государства Баньюэ, то ничего не случится. В таком случае неужели все прежние караваны, половина которых исчезла без следа, всего лишь не поверили в дурные слухи и самоуверенно направились навстречу смерти? Поразмыслив над этим, принц обратился к Наньфену и Фуяа. Все произошло слишком внезапно. Когда ветер стихнет, нам нужно убедиться, что эти люди в безопасности покинут пустыню, затем вновь вернутся для разъяснения обстановки на территории бывшего государства Баньюэ. После Сэлянь вернулся к прочтению надписей на каменной плите. Ранее ему удалось распознать слово «генерал» лишь потому, что использовалось оно довольно часто. Тем не менее, с тех пор, как он бывал в государстве Баньюэ, прошло уже 200 лет. Если бы даже Сэлянь в те времена отлично выучил язык Баньюэ, весьма сложно было бы пронести эти знания сквозь 2 века. Поэтому сейчас для восстановления прежних знаний все же требовалось немного времени и терпения. Внезапно рядом послышался голос Саньлана. «Могила генерала». Как только юноша это сказал, Сэлянь вспомнил. Последний символ ведь означал именно это – могила, курган, яма. Он обернулся и произнес: «Саньлан, неужели ты тоже знаешь язык Баньюэ?» Саньлан с улыбкой ответил: «Немного, из интереса выучил пару символов». Сэлянь уже привык к подобным ответам. Но язык Баньюэ сам по себе считался редким языком, а символ могила не являлся самым общеупотребительным словом. Если уж Саньлан выучил пару, то как вышло, что именно этот символ оказался среди выученных? Слово же «немного», прозвучавшее из уст Саньлана, смело можно было перефразировать как «спрашивай, что хочешь, я отвечу». Поэтому Сэлянь расплылся в улыбке и произнес: «Просто замечательно. Возможно, та пара символов, которые ты знаешь, как раз именно те, что неизвестны мне. Подойди, давай посмотрим вместе». Он поманил Саньлана, и тот сразу подошел ближе. Наньфен и Фуя встали по бокам, чтобы осветить им обзор. Палец Сэляня медленно скользил по высеченным на плите письменам. Принц распознавал символы, тихо обсуждая прочитанное с Саньланом. И по мере чтения взгляд его вначале становился все ярче и ярче, но в итоге снова постепенно потускнел. Среди торгового каравана юноша по имени Тяньшен оказался самым молодым, а молодые люди всегда любопытны. Ко всему прочему, они уже успели обменяться парой фраз, поэтому парнишка посчитал себя своим среди них и спросил: «Уважаемые Гига, так что же написано на этой каменной плите?» Сэлянь оторвался от размышлений и ответил: «Это каменная плита, надгробие, на котором расписан жизненный путь одного генерала». Тяньшен не унимался: «Генерала государства Баньюэ?» Саньлан ответил: «Нет, генерала из Центральной равнины». Наньфен с подозрением спросил: «Генерала из Центральной равнины? Но почему народ Баньюэ решил возвести для него могильный курган? Разве 2 государства не находились в состоянии непрерывных войн?» Саньлан ответил: «Этот генерал – особый случай. Несмотря на то, что на каменной плите он записан под званием генерала, на самом деле он дослужился лишь до старшего командира. Но впоследствии его повысили до генерала. Вовсе нет. Кроме того, в начале своей карьеры он командовал сотней воинов, затем под его началом служили 70 человек, а в конечном итоге – лишь 50.
Короче говоря, его постоянно понижали в ранге. С опытом постоянного понижения в должности, до такой степени, что ниже уже некуда, Сэлянь в самом деле ознакомился в полной мере. Ощутив обращенные на него две пары глаз, принц сделал вид, что ничего не заметил, и продолжил читать письмена на каменной плите. Как раз тогда вновь раздался непонимающий голос Тяньшена. Как же он служил, если его постоянно понижали и понижали? Ведь если не совершать никаких слишком крупных ошибок, пускай не повысят, но хотя бы не понизят, это точно. До какой степени нужно оказаться неудачником, чтобы докатиться до такого? Сэлянь сложил руку в кулак, поднес ко рту и тихонько кашлянул, затем серьезным тоном ответил. «Послушай, дружок, понижение по службе раз за разом, явление тоже довольно частое». Сань Лан со смешком подтвердил. В самом деле, довольно частое. Сделав паузу, Сань Лан продолжил. Но именно этого командира непрестанно понижали вовсе не потому, что ему недоставало отваги или же он не соответствовал своему званию. Все из-за того, что между двумя странами отношения не складывались, а он во время сражений не только не стремился к завоеванию воинских заслуг, но даже наоборот, создавал множество помех. Нань Фэн спросил, что значит «создавал множество помех». Сань Лан ответил, он не только не позволял врагу убивать мирных жителей собственной страны, но и своим солдатам мешал убивать простых людей вражеской стороны. За каждое подобное происшествие его и понижали на ранг ниже. Пока он неспешно рассказывал об этом, торговцы постепенно подсели поближе, словно слушая сказочника, при этом погрузились в рассказ с головой, периодически вставляя свои замечания. К примеру, Тяньшен заявил, «Мне кажется, этот командир никакой ошибки не совершил. Пусть солдаты убивают друг друга, разве это неправильно, не давать им убивать простых людей налево и направо? Подобное проявление слепой доброты – не слишком подходящий поступок для солдата воюющего государства. Но в целом он ведь ничего дурного не совершил. Точно, он ведь спасал людей, а не вредил им». Сэлянь, послушав их, мягко улыбнулся. Ведь торговцы перед ним не являлись жителями приграничных территорий и не жили здесь 200 лет тому назад. Теперь, когда государство Банью исчезло с лица земли, людям легко рассуждать о поступках того командира. Кто-то ему сочувствовал и даже восхищался. Даже те, кто не восхищался, все же могли понять его. Но сотни лет назад, когда между двумя странами горел огонь войны и непрерывной кровной мести, оценка результатов подобного поведения далеко не ограничивалась простым проявлением слепой доброты. Лишь Аджао, возможно, потому, что родился в этих местах, понимал это лучше остальных. Он произнес, «Сейчас, это сейчас, а 200 лет назад, 200 лет назад». Этому командиру несказанно повезло, что его лишь понизили в ранге. Фуя же возмущенно фыркнул. Это просто смешно. Сэлянь примерно догадывался, что тот собирается сказать, и потому потер точку между бровей. И действительно, пламя озарило мрачный облик Фуя, когда тот произнес. На своем месте необходимо выполнять свои обязанности. Раз этот человек стал воином, он должен каждую секунду помнить о защите государства, мужественно сражать врага на передовой. Во время войны между государствами ран и смертей избежать нельзя. Подобные мелкие благодеяния лишь разжигают ненависть в глазах соратников, а врагам кажутся до крайности смешными. Никто не станет благодарить его за это. В его словах также имелась немалая доля правды, поэтому в пещере воцарилась тишина. Фуя бесстрастно добавил, в конце концов, у людей, поступающих подобным образом, итог один – смерть. И что наиболее вероятно, от рук своих же людей. После непродолжительного молчания Сэлянь нарушил тишину. «Верно, ты все правильно описал, он погиб». Тяньшен взволнованно воскликнул. Как это случилось? В самом деле убит соратниками». Поразмыслив немного, Сэлянь все же заговорил. Вообще-то, не совсем здесь сказано. В одной из сражений с врагом он бился, потом наступил на развязавшийся шнурок сапога, упал, и люди в пещере вначале решили, что генерал наверняка погиб беспримерно мужественно. Услышав же речи Сэляня, недоуменно застыли, очевидно, каждый подумал, что за глупая смерть. А затем они так и прыснули со смеху.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха и был задавлен сапогами и зарублен саблями солдат обеих сторон, которые в пылу битвы не различали, кого атакуют. Ха-ха-ха-ха-ха-ха Сань Лан приподнял бровь с вопросом. Неужели это настолько смешно? Сэлянь согласился с ним. КХМ. Да уж, довольно трагично. Друзья, давайте посочувствуем, не нужно смеяться. Все-таки здесь находится его могила, будем же уважать его память. Тяньшен торопливо проговорил, мы ведь не со зла. Просто это в самом деле немного ха-ха. Сэлянь ничего не смог возразить, поскольку даже он сам, дочитав до сего места, захотел рассмеяться. Однако упоминать об этом не стал, а продолжил читать, перевел дальнейшие записи и заключил. В общем, несмотря на подпорченную среди солдат репутацию погибшего командира, все-таки народ Баньюэ и народ Центральной равнины, проживающий на границе двух государств, памятуя о его заботе, называл его генералом, а также устроил простенький могильный курган и установил каменную плиту в память о нем. Сань Лан продолжил. А впоследствии народ Баньюэ заметил, что у надгробной плиты появилось чудесное свойство, стоит лишь трижды поклониться ей, и любая беда в пустыне обернется удачей. Тон Сань Лана звучал столь непостижимо и загадочно, а выражение лица выглядело столь серьезно, что многие торговцы, едва услышав его речи, бросились кланяться плите. Они желали скорее поверить в чудесные свойства плиты, чем в их отсутствие. Сэлянь озадаченно вопросил, здесь об этом написано. Она столь чудесна. Сань Лан, посмеиваясь, прошептал. Нет, последнюю фразу я добавил от себя. Раз уж они посмеялись над ним, пусть теперь кланяются, с них не убудет. Сэлянь, взглянув на камень, убедился, что письмена действительно закончились. Только что он горевал, а теперь и сам захотел рассмеяться. Принц прошептал в ответ, что еще за озорство. Сань Лан показал ему язык. Они оба рассмеялись, как вдруг кто-то удивленно вскрикнул. Что это такое? Крик прозвучал на всю пещеру резким громким эхом, так что у всех присутствующих мурашки пробежали по коже. Сэлянь тут же обернулся на голос и спросил, что стряслось. Один из кланяющихся древнему надгробию людей в спешке отпрянул в сторону и в ужасе закричал. Змея. Нань Фэн и Фуя повернули ладони так, чтобы пламя озарило то место, куда указал торговец. Там, на песчаном полу, действительно расположилась длинная змея довольно яркого окраса. Люди запаниковали. Откуда здесь могла взяться змея? Почему она не издает никаких звуков? Мы даже не заметили, когда она заползла сюда. Озаренная пламенем, змея приподняла голову, словно насторожившись и приготовившись в любой момент яростно атаковать. Нань Фэн уже собирался отпустить пламя с ладони, чтобы убить змею, но тут кто-то неспешно приблизился к животному, одним броском сжал змею на расстоянии 7 цуней от головы, там, где находилось ее сердце, поднял в воздух, чтобы разглядеть получше, и при этом произнес. В пустыне водятся змеи, что в этом необычного? Разумеется, столь смелым и бесстрашным мог оказаться только Сань Лан. Как говорится, хочешь убить змею, бей точно в сердце, и Сань Лан схватил присмыкающийся ровно в нужном месте, поэтому, как бы она ни скалила зубы, напугать его уже не могла. Змеиный хвост несколько раз мягко обвился вокруг его левой руки, и Сэлянь с близкого расстояния смог разглядеть, как сквозь полупрозрачную кожу змеи просвечивает яркая, фиолетово-красная плоть, внутри которой виднеются черные прожилки. Картина была не из приятных и ассоциировалась с выпущенными наружу внутренностями. Кончик хвоста змеи оказался телесного цвета, да к тому же разделенный на сегменты, словно покрытый несколькими слоями панциря. Это было больше похоже на хвост скорпиона, нежели змеи. Лицо Сэляня вмиг изменилось, стоило принцу увидеть хвост змеи, он крикнул. «Берегись ее хвоста!» В момент, когда раздался его крик, змеиный хвост внезапно отпустил руку Сань Лана, кончик хвоста будто превратился в еще одну голову, которая дернулась назад и резко ужалила. Атака казалась молниеносной, но Сань Лан еще быстрее выбросил правую руку и легким движением преспокойно схватил змею за хвост. А затем показал Сэлиню, словно держал в руках крайне забавную игрушку, со словами. А хвост довольно интересный. Все увидели, что на самом конце змеиного хвоста растет кроваво-красное жало. Сэлянь облегченно выдохнул. Хорошо, что ты не ужалился.
Вот оно что. Это скорпионовая змея. Нань Фэн и Фуя тоже подошли, чтобы взглянуть на пленницу, и спросили. Скорпионовая змея. Сэлянь ответил. Верно. Ядовитый гад, что водился только в государстве Баньюэ. Можно сказать, большая редкость. Мне не доводилось встречаться с ней, но я про таких наслышан. Тело змеи, хвост скорпиона. При этом еще более ядовитое, чем оба гада вместе взятые. Неважно, укусит она зубами или же ужалит хвостом, все одно на этом месте Сэлянь увидел, как Саньлан вертит в руках несчастное животное, то растянет, то жажмет, то скрутит словно полотенце, разве что бантиком не завязал. Поэтому принц замолчал и мягко обратился к юноше. «Саньлан, не играй с ней, это очень опасно». Юноша лишь посмеялся. «Ерунда, Гыгы, не беспокойся за меня. Скорпионовая змея, тотемное животное советника Баньюэ. Такую возможность упускать нельзя, нужно внимательно рассмотреть ее». Сэлянь замер в недоумении. «Тотемное животное советника Баньюэ», Саньлан подтвердил. «Именно. Говорят, что советник Баньюэ могла управлять этими тварями, именно поэтому народ Баньюэ, посчитав, что ее магическая сила безгранична, признал ее своим советником». Услышав слово «управлять», Сэлянь ощутил, что дело принимает дурной оборот, про себя подумав. Когда речь заходит о подобных вещах, управляемых всегда бывает превеликое множество, а вслух быстро произнес. «Нам лучше немедленно покинуть это место, боюсь, что змея далеко не одна». Он не успел закончить фразу. Раздался крик ужаса. Несколько торговцев тут же завопили. «Змея, как их много, и здесь тоже». Из темноты беззвучно показались 7-8 фиолетово-красных скорпионовых змей. Их появление оказалось слишком внезапным. Неизвестно, из какой части пещеры они выползли. Вот только нападать змеи не спешили, просто спокойно глядели на группу людей, словно с интересом разглядывая их. Твари передвигались и нападали абсолютно бесшумно, не издавая даже обычного шипения, с которым ядовитые змеи выплевывают язык. Крайне опасные существа. Нань Фэн и Фуя немедленно запустили в них огнями, которые держали в ладонях. Внутри пещеры взорвался большой сгусток пламени. Сэлянь крикнул «На выход!», но никто и не смел больше задерживаться в пещере, все второпях бросились наружу. К счастью, время близилось к сумеркам, смерч давно умчался вдаль, да и ветер снаружи заметно стих, люди высыпали из пещеры на простор, и пока все бежали, кто-то воскликнул. «Это надгробие, ужасный обман. Мы ведь трижды поклонились ему. Почему же все равно наткнулись на жутких тварей?» Сэлянь подумал. К счастью, им неизвестно, что последнюю фразу Саньлан выдумал. Тут заговорил другой торговец. «Да уж, ничем не лучше молитвы этому мусорному божеству. С каждым поклоном несчастья лишь прибавляются». Даже в столь отдаленном от центральной равнины месте Сэлянь не укрылся от насмешек. Но поспорить с ними не мог. Внезапно раздался испуганный голос Тяньшена. Дядя Джен, и старик, которого юноша поддерживал за локоть, упал. Сэлянь поспешил к нему. «Что с вами?» Лицо старика исказило боль, он поднял дрожащую руку, и Сэлянь, взяв его ладонь и осмотрев ее, ощутил, как сердце ухнуло вниз. Место между большим и указательным пальцем сделалось фиолетово-красным и сильно вспухло, а на коже с трудом можно было рассмотреть маленькую дырочку. Подобную рану заметить сразу в момент нанесения практически невозможно. Сэлянь тотчас обратился к остальным. «Сейчас же осмотрите себя и убедитесь, что вы не поранены, а если обнаружите укус, немедленно перетяните укушенную часть тела веревкой». Перевернув ладонь старика и посмотрев на его вены, Сэлянь невооруженным взглядом увидел, как они постепенно окрашиваются пурпурным. Принц мысленно подивился силе змеиного яда и уже собирался размотать Джая, но тут Аджао оторвал полосу ткани и затянул ее на середине руки старика, достаточно сильно, чтобы предотвратить продвижение яда к сердцу. Его движения оказались столь несравнимо быстрыми, что Сэлянь про себя восхищенно похвалил юношу. А когда поднял взгляд на Нань Фэна, тот, без лишних просьб, вынул бутылек со снадобьями и вытряс из него круглую маленькую пилюлю. Сэлянь протянул пилюлю старику, чтобы тот проглотил снадобье, а Тяньшен в панике заголосил. «Дядя, с тобой все в порядке. А Джао Гэ, дядя ведь не умрет». А Джао ответил, покачав головой.
После укуса скорпионовой змеи смерть в течение 4 часов неизбежна. Тяньшен в ужасе застыл. Но что же нам тогда делать? Старик Джен являлся лидером каравана, и остальные торговцы тоже взволнованно заголосили. Но ведь этот молодой парень дал ему лекарство. Нань Фэн возразил: я дал ему не противоядие, а снадобье, временно продлевающее жизнь. Самое большее, что оно сможет сделать, это растянуть 4 часа на 24. Торговцев охватила суматошная паника. Всего лишь 24 часа. Так значит, остается только ждать смерти. Разве от этого яда не существует противоядия? К ним медленно подошел Сань Лан, он и сказал: противоядие существует. Все взгляды сразу же обратились к нему. Тяньшен ужасно обрадовался, развернулся к проводнику и воскликнул: Джао Гэ, что же ты сразу не сказал, что противоядие существует? Напугал меня до смерти. А Джао ничего ему не ответил, лишь безмолвно качнул головой. Сань Лан произнес: разумеется, ему не просто говорить об этом. Ведь что если отравленный спасется, а все остальные умрут? Какие тогда подобрать слова? Сэлянь спросил: Сань Лан, что это значит? Юноша вместо ответа задал вопрос: Гыгэ, тебе известна легенда о появлении скорпионовых змей? Оказалось, что по легенде несколько сотен лет назад в государстве Баньюэ правил один государь. Однажды во время охоты он углубился в горы, где нечаянно поймал 2 оборотней, сформировавшихся из ядовитых тварей, змей и скорпиона. Оборотни занимались самосовершенствованием в глубине гор, никогда не появлялись среди людей и никому не вредили. Но государь Баньюэ, решив, что раз они – ядовитые твари, то рано или поздно кого-то отравят, собрался убить обоих. Оборотни слезно умоляли государя сохранить им жизнь, но тот, от природы жестокий, заставил оборотней спариться друг с другом на глазах у него и всех его высокопоставленных чиновников, в качестве развлечения во время пирушки, пока зрители предавались веселью и распивали вино. Ну а когда пир подошел к концу, государь все равно убил 2 пленников. Лишь государыня прониклась к ним состраданием. Однако, не осмелившись пойти против воли мужа, смогла лишь сорвать листок душистой травы и бросить в сторону трупов оборотней, прикрыв их тело. Ядовитая змея и скорпион после смерти обернулись демонами, полными злобы и ненависти. В гневе они наслали проклятие на народ Баньюэ, повелев потомству, которое родится от их спаривания, навеки поселиться в тех местах и вредить людям, убивая их. Скорпионовые змеи появляются лишь в местности государства Баньюэ, и яд их настолько силен и быстр, что, укуси или ужаль подобная змея человека, ужасная смерть неизбежна. И все же благодаря жесту милосердия государыни именно та душистая трава, листком которой она прикрыла тела оборотней, способна снять действие яда. Закончив рассказ, Сань Лан добавил: трава называется Шань Юй и растет только в пределах границ государства Баньюэ. Дослушав рассказ до конца, торговцы засыпали его вопросами. Что же получается, этим сказочным легендам в самом деле можно верить? Послушай, братец, ведь речь идет о жизни человека, не надо подшучивать над нами. Сань Лан лишь улыбался в ответ, он рассказал все это Сэлиню и больше ничего не собирался добавлять. Тогда Тяньшен обратился к Джао за подтверждением. Джао Гэ, правда ли то, что сказал этот юноша в красных одеждах? Помолчав немного, Джао ответствовал: мне неведомо, правдива ли легенда. Но на прежних территориях государства Баньюэ действительно растет трава Шань Юэ. И эта трава действительно способна снять действие яда скорпионовой змеи. Сэлянь уточнил: иными словами, у того, кого укусила скорпионовая змея, остается только один шанс на выживание. И его можно заполучить, лишь проникнув за пределы границ прежних территорий Баньюэ. Неудивительно, что многие проезжие торговцы и путешественники, прекрасно зная о том, что всякий раз, когда путники проходят через крепость Баньюэ, половина бесследно исчезает, тем не менее, проникали на территорию государства. Вовсе не потому, что они всей душой мечтали встретить свою смерть, а скорее потому, что если не проникнут туда, непременно погибнут. Но поскольку скорпионовые змеи являлись тотемными животными чародейки Баньюэ, а также подчинялись ее приказам, следовательно, появление змей вовсе не случайность.
Может статься, Сэлянь и духи войны не смогут гарантировать безопасность всем этим людям, полагаясь лишь на собственные силы. Неизвестно, не появится ли еще больше змей. Поэтому Сэлянь приложил 2 пальца к виску в попытке связаться с сетью духовного общения и, позабыв о скромности, позаимствовать еще нескольких духов войны. К его удивлению, связаться не удалось, в ответ не раздалось ни звука. Принц в недоумении опустил руку, затем подумал. Но ведь я не мог так быстро израсходовать всю магическую силу. Только сегодня утром я проверял, еще немного оставалось. Тогда он повернулся к Наньфену и Фуя с просьбой. Кто-нибудь из вас пробовал соединиться с духовной сетью? У меня не выходит. Пару секунд спустя лица обоих духов помрачнели. Наньфен ответил, я тоже не могу. В некоторых местах, где темная энергия бьет ключом в небо, магические силы некоторых небожителей могут подвергнуться ее влиянию и временно ослабнуть либо вовсе заблокироваться. Очевидно, что путники, к несчастью, оказались именно в таком месте. Сэлянь побродил туда-сюда, поднял взгляд наверх и произнес. Возможно, все потому, что мы находимся слишком близко к государству Баньюэ, соединиться с сетью духовного общения не выходит. Внезапно взгляд принца зацепился за что-то необычно яркое, красного цвета. Пока Наньфен и Фуя пытались войти в сеть духовного общения, а торговцы занимались поиском маленьких ранок на своих телах, один лишь юноша по имени Тяньшен, занятый заботой о дядюшке, совершенно не почувствовал, как фиолетово-красная змея бесшумно забралась ему на спину по позвоночнику. И теперь устроилась на его плече, оскалив клыки и прицелившись, впрочем, не в шею юноши, а в руку беспечно прохлаждающегося рядом Саньлана. Змея отклонилась назад, бросок. За мгновение до того, как острые зубы вонзились бы в тело Саньлана, Сэлянь протянул руку и с бесподобной меткостью схватил змею в области сердца. Ему бы хватило сил, чтобы сразу же раздавить сердце змеи и разорвать на мелкие кусочки. Однако принц не знал, ядовита ли кровь и плоть животного, поэтому не решился на необдуманный поступок, торопливо сжимая змею за хвост. Кто бы мог предположить, что тварь окажется изворотливой до такой степени, что ее будет крайне сложно схватить. Сэлянь сжал пальцы, но тут же ощутил, как между ними проскользнуло что-то округлое и мягкое, но ледяное. В следующий миг тыльную сторону руки пронзило колющей болью.